Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня хочу сделать вам расклад на тему новых отношений. Знаю, что такие расклады обычно не очень интересны аудитории, потому что все равно девчонки смотрят своих предыдущих мужчин или теперешних, бывших и настоящих. Но я думаю, что для тех девочек, которые решили идти в новый путь и хотят встретить нового человека, очень полезной будет эта информация. Сегодня мы посмотрим ее на колоде Таро Альфонса Мухи. Посмотрим, есть ли вероятность встречи новых отношений, нового мужчины, построения чего-то крепкого, стабильного, теплого, уютного. И что для этого можно сделать, и готовы ли вы вообще к этим отношениям. Итак, благодарю вас, мои дорогие, за донаты, за лайки, за комментарии, за подписки, за все способы поддержки моей работы. Очень нежно вас люблю. Новые отношения. Есть ли вероятность встречи нового мужчины? Готовы ли вы к этим отношениям? Колода Таро Альфонса Мухи. Ух ты! Да, тут сразу на дне колоды выходит у нас мужчина. Безусловно, да. Здесь речь идет о том, что вообще оглянитесь вокруг. Мужчина есть. Кроме того, на ваш взгляд, единственного и неповторимого, с которым вас, возможно, действительно связывают очень глубокие отношения эмоционально. Кто-то из вас погряз в этих отношениях, кто-то намеренно не хочет выходить, если понимает, что уже все как бы исчерпано, да, все ваши возможности в отношениях исчерпаны, или находитесь в абьюзивных отношениях, но не имеете эмоциональной возможности выйти из этих отношений. Вам говорят: оглянитесь вокруг. Кроме этого мужчины есть другие, однозначно. Несколько миллиардов мужчин точно есть на нашей планете Земля. И сейчас будем смотреть, насколько вы готовы к тому, чтобы в эти новые отношения вступить. Вы как сейчас себя проявляете? Вы какая? Ну, вы нуждаетесь в любви, вы хотите любви, вам любовь нужна, необходима. В то же время вы разочарованы. Смотрите, как у вас выходит. Влюбленные и четверка кубков. Несмотря на то, что хотите любви, несмотря на то, что ваша душа ее жаждет, все-таки момент разочарования достаточно глубокого здесь есть. Более того, у вас есть еще и такие мысли, что, возможно, вы или не можете встретить больше такую любовь, как была у вас, или что, в принципе, любви по-настоящему глубокой, искренней, надежной нет на белом свете. Вы можете даже намеренно отказываться от шанса встретить нового человека по той причине, что не верите в то, что это возможно. Вас показали сейчас в таких энергиях. Несмотря на то, что есть большая потребность в любви, в эмоциях, в счастье, совместном в паре с любимым мужчиной, есть вот такие очень серьезные блоки. Это ваши внутренние блоки. Или это подсознательно у вас идет, вы даже этого не осознаете, или же вы действительно так считаете, так думаете, что ну и что, ну встречу я следующего мужчину, и что, он будет таким же или еще хуже, чем предыдущий. И мучиться буду и страдать еще больше, чем в прежних отношениях. В общем, у многих из вас такая вот мысль здесь. Или неосознанно как-то у вас это есть, или же мысли прям конкретные о том, что нет любви настоящей на белом свете. Девчонки, надо это устранять. Точно. Теперь давайте будем смотреть, насколько вы готовы, насколько вы отпустили предыдущие отношения. Отпустили ли? Ну, получили очень серьезный опыт в тех отношениях. Этот опыт вас не просто закалил, он еще и заставил вас хлопнуться, закрыться. За забор ушли, за огромный чистокол из 9 жезлов. Смотрите, девушка стоит за этими жезлами. Ее почти не видно, если с той стороны на нее посмотреть. То есть вы научились в этих отношениях выстраивать баррикады, заборы вокруг себя. Вы научились ставить просто защиту самостоятельно, собственную. Вы научились очерчивать, четко определять свои личные границы. Вы получили серьезный опыт, который вас, с одной стороны, закалил, сделал мудрее, с другой стороны, теперь, как этот аркан я часто очень называю, мне очень нравится сравнение. Кто обжегся на воде,
на молоке, вернее, на горячем, потом дует на воду, причем даже на холодную может дуть. Да? Существует же такая мудрость, и она не зря существует, а потому что так на самом деле и есть. Обожглись на горячем молоке, теперь будете и на водичку дуть, на тепленькую. Вот это о вас сейчас. Поэтому сказать, что вы полностью отпустили те отношения, возможно, вы и отпустили, я не могу сказать, что полностью. Возможно, вы и отпустили. Ой, ну тут еще и остались переживания. Но переживания у вас остались. И вполне вероятно, вы еще копаетесь в себе. Возможно, ищете причины в себе произошедшего, в нем, вообще в ситуации в самой. Стараетесь как-то что-то проанализировать. У вас такие откаты случаются, вроде как становится легче, потом опять на вас накатывает волна. Может быть, даже когда-то и всплакнуть можете. Ну, в общем, здесь я не вижу законченной полностью для вас истории. Опыт здесь приобретен, безусловно. И отношения вы хотя бы одни, но если не деструктивные, то сложные. Вы здесь прошли, это точно. Но вашей готовности полностью отпустить ту ситуацию я пока не вижу. Вы еще находитесь в тех энергиях. Полностью энергии предыдущих отношений, сложных отношений, девочки. Сегодняшний расклад подойдет для тех, у кого отношения не были предыдущие ровными, гармоничными, спокойными. Здесь были проблемы, здесь были сложности, и по сей день вас еще не отпустило до конца. Более того, периодически накрывает с новой силой. Но в таком случае давайте спросим, а готовы ли вы к новым отношениям? Отпустить, не отпустили? Вам нужно время. Нет, девочки, пока полностью морально, эмоционально, психологически вы не готовы к новым отношениям. Вам нужно время. Да, через некоторое время все встанет на свои места, все, так сказать, наладится. Здесь выходит четверка мечей, человек на четверке мечей, смотрите, лежит, отдыхает. Ему нужен отдых, перезарядка, тайм-аут. Почему? Потому что пока вы даже не представляете, возможно ли следующие отношения, в каком формате они будут. И если тот мужчина, который вам по-настоящему подойдет, пока еще вы не видите перспективы, потому что вы еще не исцелились. Сегодня расклад, девочки, как раз для таких, для девочек с ранеными сердцами, ну и мальчиков тоже, если вы мужчина, перекладываете информацию на свою половую принадлежность. Любви хочется, любовь была, возможно, у многих из вас еще остаются чувства, эмоции в вашем сердце, но есть очень такой важный момент разочарования, опыта тяжелого, копания в себе, неполного отпускания ситуации, неполного исцеления. Вот пока вы полностью не исцелитесь, здесь нельзя сказать, что вы будете полностью открыты для новых отношений. Сейчас нет. Сейчас мне так вас не показывают. Но всему свое время и место. Такой момент обязательно придет. Смотрите, пока нужно исцелиться, пока нужно многое обдумать, многое, чтобы в вашей голове разложилось по своим местам, чтобы вы отпустили действительно того человека, чтобы вы простили его, чтобы вы простили себя, чтобы вы смогли поработать над вот этим сложным моментом разочарованности, как будто вы не верите в то, что счастье возможно. Исцеление придет, оно близко, будет исцеление, но не прямо сейчас. Ну хорошо, давайте спросим, а вы как-то можете ускорить этот процесс исцеления? Даже, девочки, если вам сейчас кажется, что вы полностью его отпустили, того человека, и готово сейчас ваше сердце открыто, все-таки, значит, это просто для вас, ну, такое ваше впечатление, значит, это просто ваше мнение, это просто ваша, возможно, иллюзия даже, потому что мне показывают несколько другую ситуацию. Не готовы, нет, пока. Можете ли ускорить процесс исцеления? Здесь только избавление от... Здесь у вас очень сильная привязка идет. У вас не любовь даже, здесь болезнь. Вы болезненно привязаны к предыдущему партнеру. У вас связь по дьяволу. Связь по дьяволу ты, конечно, врагу не пожелаешь, как говорится. И именно из-за этой тяжелой связи вы вымотаны сейчас энергетически и эмоционально. Можете ли вы что-то сделать? Ну, в общем-то, да. Пытаться выходить из этой привязки, пытаться выходить из этой зависимости, делать практики энергетические по отвязке,
психологические практики по восстановлению своего психического равновесия, эмоционального баланса. Здесь, конечно, я понимаю, что ситуация сложная, потому что из привязки по 15-му аркану выйти очень сложно, тем более вы сейчас находитесь в таком состоянии не самом лучшем, девочки. Если вы уже полностью, как считаете, исцелились, хорошо, значит, или не для вас расклад, или, может быть, здесь нам в этом раскладе показывают путь, который вы прошли до этого. Но для большинства из вас вы все-таки из этой привязки, вы не вышли, из этой зависимости, не просто привязка, а зависимость здесь. Вы попали в зависимость. Здесь не любовь, здесь болезнь однозначно. Из этой зависимости нужно выходить. Да, это тяжелый труд. Это тяжелый, серьезный труд, выход из зависимости. Но все возможно. Исцеление возможно. И здесь, конечно, очень многое зависит от вас и от вашего настроя. Будете ли вы верить в то, что это возможно? Или нет? Так что можно сделать? Выходить из этой зависимости. И, кстати, прекращать пребывать в унынии и убирать из своей жизни энергии неверы в то, что счастье возможно. Счастье, безусловно, возможно. Вы проходите процесс исцеления. Очень хорошо. Вы исцеляетесь, очищаетесь. Кроме этого, вы приобрели бесценнейший опыт, который вам, конечно, необходимо будет применять в ваших следующих отношениях. Есть ли вероятность того, что в ближайшее время вы встретите мужчину для серьезных отношений? Двойка кубков, конечно. 100%. Вы его обязательно встретите. Обязательно встретите. Но да, вот здесь так и идет. Королева кубков, двойка кубков, тройка пентаклей. Конечно, здесь будет мужчина. Более того, возможно, даже у вас еще и выбор будет. Не один мужчина может встретиться в вашей жизни, но тот единственный неповторимый, конечно, он будет. Не сейчас, не сегодня и не завтра. Потому что, я вам уже сказала, процесс исцеления должен быть. Но вы обязательно исцелитесь. Тут замечательные, прекрасные арканы идут, и вам говорят, вот когда вы обретете как раз тот самый эмоциональный баланс, о котором мы с вами говорили до этого, произойдет ваше эмоциональное исцеление, оно произойдет через время. Здесь только время. Четверка мечей – это только время. Время и, ну и, соответственно, ваши действия определенные для того, чтобы помочь самой себе из этого выйти. Как только вы обретете этот эмоциональный баланс, любовь, она придет в вашу жизнь сама собой. Сама по себе придет. Можете в этом даже не сомневаться. Определенного мужчину прямо сейчас мне не показали, именно по той причине, что не до конца прошел еще, как сказать, период исцеления. Над чем вам нужно еще поработать, кроме привязки к предыдущему партнеру, зависимости? И еще знаете как? Не надо себя ни в чем винить. Если вы в чем-то себя обвиняете, считаете, что вы в чем-то были неправы, что-то делали не так, с этим надо работать, это нужно устранять. Нужно полностью прощать себе все. Даже если вы ошибались, даже если с вашей точки зрения вы делали что-то не так, скорее всего, это ваша иллюзия. Это только ваша иллюзия. Во-первых, а во-вторых, даже если не иллюзия, и вы действительно были в чем-то неправы, нужно уметь себя прощать. Пока вы себя не простите и того человека, который вам причинил душевную боль, нанес травму душевную, вы не сможете двигаться вперед и не сможете построить по-настоящему гармоничные следующие отношения. Вы можете наступить на те же грабли. Так что учитывайте, пожалуйста, все это. Практика прощения себя. И можете прям заняться этой практикой прощения. Посмотрите в интернете очень много информации на эту тему. Надо и мне тоже видео снять, кстати, по этому поводу. А когда вы листик бумаги берете и выписываете всех мужчин, с которыми вы сталкивались в жизни, у вас были какие-то отношения, вплоть до отца даже вашего, и прощаете их всех, пишите имена каждого человека и пишите, что вы его прощаете. Эти вот как аффирмации, своего типа аффирмации можно писать в течение 21 дня, и вы обязательно почувствуете облегчение. В общем, это как одна из практик. Я вам, в принципе, говорю, что практик очень много всевозможных. Но практика прощения – это первое, что вам необходимо, чем вам нужно сейчас заняться. Да. Что еще можете сделать?
Прекратить свою душевную борьбу и прекратить зависать в этом непонятном, каком-то дурацком состоянии повешенного. Прекратить чувствовать себя жертвой и обвинять кого-то в ваших проблемах, которые случились в вашей личной жизни, если они случились. Прекратить душевную борьбу. Прекратить. С этим надо завязывать и выходить из аркана повешенный. Все, уже становиться на ноги. Вы сейчас мир видите не совсем так, не совсем объективно, не совсем таким, какой он есть. Перевернуто все с ног на голову. Пора уже возвращаться обратно. Здесь вот так. Ну и, наконец, давайте спросим, все-таки вероятность, в принципе, после того, как вы все эти этапы пройдете, встречи нового мужчины. Ну вот он и вышел, ваш мужчина. Вот он вышел. Рыцарь Пентаклей. Кстати, мужчина, который достаточно долго разогревается, но потом зато хо-хо-хо, как шустро едет, и как с ним уютно, как с ним хорошо, как с ним замечательно. Поставите вы точку, наконец-то, на прошлом, на своем, на том, что было раньше. Да, и не зря вы это сделаете, потому что это ваш серьезный кармический урок. Все, уроки пройдены. Давайте еще один. Да, уроки пройдены. Два серьезнейших аркана вышли кармических. Предыдущие отношения, это, вероятнее всего, была карма. Это было то, что вам нужно было пройти, свои уроки из этого извлечь. И все обязательно встанет на свои места. Этот мужчина, он идет вам как подарок с небес. Но знаете, что для того, чтобы этот мужчина встретился на вашем пути, вам действительно необходимо окончательно поставить точку в том, что было раньше. Вот такой сегодня получился расклад. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели до конца. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Надеюсь, какую-то полезную информацию из этого расклада вы для себя почерпнули. Желаю вам счастья, любви, гармонии, вдохновения, настоящей любви, настоящей, преданного, нежного, любящего, очень надежного партнера рядом с вами, мужчину. И, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.